утро! Сегодня у нас прекрасное солнечное воскресенье. После нескольких пасмурно-облачных дней наконец-то светит солнце, и я решила воспользоваться моментом и просушить одеяло и подушки. Соседи тоже вышли погреться на солнышке и наслаждаются утренним кофе. В огороде тихо, все наши животные разбежались по углам, а здесь на высохшей лужайке одиноко бродит курочка, греясь на теплом осеннем солнце. Сегодня мы хотим прокатиться по деревне на скутере, но перед этим я хочу испечь влажный шоколадный пирог, чтобы после прогулки мы могли побаловать себя сочным кусочком шоколадного лакомства. Я уже приготовила все ингредиенты для пирога, а их количество, как всегда, оставлю в описании. Духовка у меня уже разогревается до 180 градусов. Здесь у меня 3 яйца. Если крупные яйца, то 2. У меня здесь 3 яйца, потому что молодые курочки несут вот такие маленькие яйца у нас. Поэтому я использую здесь 3. Соль. Сахар. Ванильный сахар. Йогурт. Можно использовать нежирную сметану. Просто в Греции очень густой йогурт. Растительное масло без запаха. Здесь у меня смесь из муки, какао, соды и разрыхлителя. Просто смешиваю и просеиваю. По консистенции тесто должно получиться вот таким густым. Выпекать пирог буду вот в такой квадратной форме размером 24 на 24 сантиметра. Форма у меня смазана сливочным маслом, потому что она проверенная. Если форма не проверенная, лучше застелить пергаментом. И отправляю в разогретую духовку выпекаться минут 30. Пока выпекается пирог, приготовлю заливку. Здесь у меня какао-порошок с сахаром и горячее молоко. Все ингредиенты хорошо смешались и добавляю оставшуюся часть молока. Пирог испекся, выпекался он 28 минут. На готовность проверяю шпажкой. Сухая. А теперь накалываю вилкой. Это чтобы пропитка хорошо впиталась. И поливаю пирог. Оставляю пирог, чтобы он остыл. Пока пирог остывает, хочу приготовить шоколадный ганаш. Можно и не покрывать шоколадным ганашем, он и так будет вкусный. Но я люблю, когда много-много шоколада. У меня здесь подогретые сливки, шоколад горький я нарезала. Шоколад полностью растворился. Это можно сделать в микроволновке. Но у меня этого кухонного гаджета на кухне нет. Микроволновкой я не пользуюсь никогда. И добавляю сливочное масло.
Пирог остыл, хочу перевернуть его на блюдо, но перед этим проверю бока. Полью пирог шоколадной глазурью и уберу в холодильник. И к нашему возвращению с прогулки пирог успеет пропитаться, а ганаш слегка застынет. Сейчас едем по верхней части деревни, к окраине, где вдоль подножия гор раскинулись оливковые рощи и виноградники. Полюбуемся спокойной красотой этих мест. Хотели подняться на соседнюю гору, но на скутере не смогли проехать из-за чебанских собак. Решили не рисковать. Спустились ближе к дому, заметили орешину и остановились, чтобы собрать немного орехов. Вот так и живем. Выходишь полюбоваться видами на горы и поля, а возвращаешься домой с полным пакетом орехов или каких-то других даров природы. Мы уже дома, отлично провели время на свежем воздухе, да еще и вернулись не с пустыми руками, а теперь самое время насладиться кофе и кусочком тающего шоколадного пирога. Солнце все еще греет террасу, а аромат свежего кофе и домашнего пирога создает уютную осеннюю атмосферу. А этот металлический цветок смастерил для меня Юра. Настоящие цветы у меня редко выживают, но этот всегда будет радовать глаз. А вот и собранные во время прогулки грецкие орехи, маленькие дары осени, которые напоминают о простых радостях деревенской жизни. Вот он, идеальный шоколадный пирог. Сочный, мягкий, тающий во рту, с аппетитной шоколадной корочкой сверху. Осень в самом разгаре, а вместе с ней наступил сезон тыквы. Поэтому сегодня я хочу приготовить на ужин ханум. Это рулет с мясом и тыквой, приготовленный на пару. Быстро, просто и очень вкусно, когда нет времени или настроения лепить манты, но очень хочется. Готовлю тесто для ханум. Здесь у меня слегка теплая вода. Добавляю соль
и растительное масло. Воды у меня 250 грамм, муки у меня 550 грамм. И замешиваю тесто. Теперь вымешиваю тесто на столе. Месила тесто минут 5-6. Теперь убираю его в пакет. И оставлю на полчаса. За это время приготовлю начинку. У меня здесь фарш. Тыкву я буду использовать сегодня баттернат. И репчатый лук. Лук буду резать вручную, потому что слишком мелкая нарезка не нужна. Тыкву помыла, нарезала, почистила, а теперь буду натирать на крупной терке. А теперь добавляю специи. Соль. Молотый сухой кориандр. Черный перец. Чесночный порошок. Свежий добавлять не хочу. Слегка придать нотку чесночную. И обязательно молотый кумин. Сюда добавляем именно молотый кумин. Фарш у меня не жирный, поэтому добавляю оливковое масло. Тесто постояло, стало мягче, послушнее. Делю его на 3 части, потому что у меня будет 3 рулета. И отдельно вмешиваю каждую часть. Накрываю миской и пускай отдыхает дальше еще минут 15-20. Прошло 15 минут. Тесто стало мягким, податливым. За это время я подготовила мантоварку, смазала листы растительным маслом. Теперь раскатываю тесто. Пласт раскатан. Можно укладывать начинку. Начинку на глаз разделила тоже на 3 части. И теперь буду ее распределять. Чем тоньше пласт, тем нежнее получается рулет. Теперь просто сворачиваем. И укладываю на смазанный маслом лист.
Раскатываю второй кусок теста. Подпыляем мукой слегка. Также распределяю начинку. Вода закипела, оставляя готовиться ханум минут на 40. Рулет получается нежный, вкусный, с ароматной тыквенно-мясной начинкой. А к нему у нас йогуртно-чесночный соус, острый соевый соус и домашнее кимчи из дайкона, которое я готовила в видео номер 5. Вот такой незамысловатый уютный ужин в прохладный осенний вечер. На сегодня все. Спасибо, что были со мной. Пусть простые радости деревенской жизни подарят вам тепло и уют до следующей встречи.